научном экзотерическом внешнем мире существует система взглядов, не наука, конспирология, сторонники которой подозревают о существовании этого второго мира, эзотерического. Считается, что обитатели этого второго мира строят заговоры и пытаются разными хитрыми способами угробить наивных жителей обычного мира. В качестве средства спасения и убежища обычно рекомендуется религия, которая противопоставляется магии. Магия же связывается именно с эзотерической традицией. Если смотреть на проблему взаимодействия этих двух миров с другой стороны, то она выглядит следующим образом. После нескольких глобальных катастроф цивилизация на Земле была уничтожена. Большая часть человечества, утратив знания и навыки, была отброшена к варварству. Вместе с тем, среди варваров постоянно рождались хранители знаний древних высокоразвитых цивилизаций, обладающие способностью восстанавливать личность при каждом следующем перерождении. Эта способность называется полное сознание, и она была приобретена цивилизацией атлантов, раса асуров или асов, в процессе совершенствования человеческой монады, души. В результате применения к человеку методов биотехнологии атлантам удалось создать магов, людей, обладающих способностью воздействовать на внешний мир своим сознанием. Одной из таких способностей и оказалось умение восстанавливать сознание при последующих перерождениях. При этом маги были учеными, то есть носителями знания. Когда цивилизация погибла, большинство магов погибло вместе с ней, и не осталось каких-либо доступных источников знаний. Техногенными носителями информации нельзя было пользоваться, так как перестали работать питающие их источники. Все древние читающие машины перестали работать в течение короткого промежутка времени. В этих условиях вновь родившиеся древние маги были единственными источниками знаний, и они передавали их в устной форме своим ученикам. Вместе с тем в мире уцелело несколько баз асуров, переживших в свое время вторжение ванов, благодаря наличию силовых щитов. Эти же щиты спасли базы асуров и во время ядерной войны, развязанной ванами. Базы стали естественными центрами координации для всех вновь воплощающихся магов-асуров. Маги Атлантиды знали друг друга и были частью одного эзотерического социума. Рождаясь в разных частях мира, они взаимодействовали между собой и координировали свою деятельность, связываясь друг с другом и с оставшимися базами асуров. Около этих древних баз, сохранявших культуру древней цивилизации, существовали поселения людей, деревни. Для того, чтобы попасть на базу и пройти курс повышения квалификации, магам нужно было просто родиться в одной из таких деревень. Служители баз регулярно посещали деревни, проверяли появившихся на свет младенцев и забирали своих, магов, родившихся среди обычных людей. У магов существуют практики, позволяющие им рождаться в заранее определенном месте в определенное время. Таким образом, можно себе представить, что раз в 3 или 4 воплощения каждый маг попадает на базу, где проходит не только ментальную чистку и восстановление своих способностей, но и получает новые инструкции для работы в социуме. И можно предположить, что в каждом новом воплощении, рождаясь на новом месте, маг ведет себя как внедренный разведчик на вражеской территории. И на протяжении очередного воплощения маг отрабатывает полученную инструкцию. Надо сказать, что полное сознание является достаточно сложным феноменом, как и вообще память. Если у человека спросить о том, что он делал неделю назад, то он может и не вспомнить. Что говорить о событиях, выходящих за пределы одной жизни. Поэтому большинство магов в деталях не помнят полученное задание. В течение последующего воплощения это задание отрабатывается как некая скрытая, неосознанная программа. И многие маги при всем желании не могут рассказать посторонним суть основного замысла, лежащего в основе их деятельности. В целом ситуацию с прогрессорской деятельностью магов можно описать следующим образом. Цивилизованные люди, привыкшие к определенному уровню комфорта, внезапно оказались на улице, в условиях постапокалипсиса. Естественно, что их основное желание было связано с восстановлением цивилизованной жизни, хотя бы частично. Можно сказать, что в древности был составлен план восстановления цивилизации атлантов, который постепенно реализовывался. Отдельные события происходили в различных точках мира, где воплощались маги Атлантиды. И постепенно эти разрозненные события стали складываться в общую картину. Процесс этот продолжается до сих пор, а результатом этой работы является достигнутый в наше время образ жизни.
Занимаясь прогрессорством, маги могут использовать только свои особые способности, связанные с возможностями сознания. Это единственная технология, которая оказалась в руках магов. Поэтому воплощающиеся маги написали большое количество книг, эзотерической литературы, в которых проводятся исследования магических технологий и разрабатываются новые методики. Часть этих книг написана вновь воплотившимися магами Атлантиды сразу же после гибели технологической цивилизации Земли, когда было важно сохранить уцелевшие знания с помощью простых носителей информации – папирус, дерево, керамика, пергамент. В этот период воплотившиеся маги записывали все, что знают. Позднее маги в своей прогрессорской работе начали разрабатывать информационные технологии воздействия на мир, а затем и создавать школы, и, соответственно, писать для них учебники. Магия как инструмент воздействия основана на силе слова. Внутри каждого эгрегора, коллективное сознание, существует свой особый язык, который используют члены этого эгрегора. В обычной ситуации язык используется для общения, передачи информации от одного человека к другому. Сам эгрегор, так же как и люди, обладает сознанием, которое называется гением эгрегора. Гений эгрегора понимает язык, как и люди, входящие в состав этого эгрегора. Особенностью магического эгрегора является его предназначение – воздействие на окружающий мир. Когда маг обращается к гению эгрегора магии, то эти слова используются для изменения внешнего мира. Существует особая технология воздействия, построенная на базе символов, которые называются руны. Известно 3 системы рун, связанных с 3 разными расами. Можно сказать, что каждая раса использует свой особый вид энергии, определяющий конфигурацию рун. Так руны двергов используют энергию кристаллов и минералов. Начертание этих рун квадратное, близкое к форме букв иврита. Руны альвов связаны с энергией живых существ, растений и животных, и по начертанию закругленные, ближе к символам арабского языка. Руны ванов основаны на энергии Марса и включают в себя линейные элементы. По начертанию эти руны более всего похожи на печатный вариант латинского алфавита. В современной литературе наиболее часто встречается именно эта разновидность рун, называемая футарком. В состав футарка входят 24 руны, тогда как иврит, связанный с арканами Таро, включает в себя 22 буквы. Руны двергов и альвов, связанные более с календарной системой, очевидно включают в себя по 12 рун, аналогичных знакам зодиака. При этом у двергов выделяют 12 кристаллов, являющихся источниками разных качеств энергии, а у альвов – 12 растений. Что такое руны? В магии мы имеем дело с информационными технологиями, то есть технологиями, где действующим фактором является информация. Каждая руна представляет собой информационную энергетическую структуру, обладающую определенным воздействием. Спектр рун включает в себя символы, которые можно рассматривать как систему команд. Каждая такая руна обладает строго определенным действием. Для каждой такой руны известно несколько значений. Собственно, руной называют начерченный или вырезанный символ. Руну рисуют на бумаге или вырезают на дереве. Однако простое изображение руны ничего не дает. Сперва маг формирует руну в своем сознании и только потом фиксирует созданный образ на внешнем объекте. При этом созданный знак адресован не какому-то другому человеку, а гению, сознанию эгрегора определенной расы – двергов, альвов или ванов. Внутри эгрегора расы существуют эгрегоры семей. Из этих семей одна или несколько, по-разному в каждой расе, обладают магическими способностями. Для того, чтобы использовать магию рун, надо иметь генетическую связь с семьей, связанной именно с этой системой рун. Например, рунические маги ванов Эрили могут использовать всего 3 руны, принадлежащие к одному из 8 аттов, то есть групп. При этом каждая группа, видимо, связана с определенной семьей. В магии обычно используют определенные последовательности чисел, связанные с какими-то внешними зависимостями. Например, 4 стихии Таро,
5 алхимических элементов, 7 энергетических чакр, 7 астрологических планет, 9 цикл качеств, 10 равно 0 плюс 1 равно 1, начало нового цикла, 12 знаков зодиака, годовой цикл. Поэтому логично предположить, что аттов рун магических семей должно быть не 8, а 9. То есть, возможно, существует 9-й невидимый тайный клан, обладающий магическими способностями. Известные атты рун описываются следующим образом. Первое. Атт рун победы. Феху, Хаглас, Тейвас. Второе. Атт рун волжбы. Турсус, Иса, Эйвас. Третье. Атт рун целительства. Кена, Перт, Эйвас. Четвертое. Атт рун прибоя. Райдо, Эйви, Лагус. Пятое. Атт рун пива. Урус, Наутис, Беркана. Шестое. Атт повивальных рун. Ансус, Джера, Манес. Седьмое. Атт рун речи. Гебо, Альгис, Дагас. Восьмое. Атт рун мысли. Вунья, Солу, Апилла. Эти 8 аттов соответствуют эгрегорам семей, являющихся генетическими носителями рун, входящих в соответствующие атты. Каждая из этих 8-9 семей, входящих в группу ванских магов, генетическая специализация, именующихся обычно эрилями, рунические маги ванской традиции, имеет особую специализацию. Для атта 1 это боевая магия, для атта 2 магия волшебников, для атта 3 магия целителей, для атта 4 магия разведчиков, для атта 5 магия демонологов, для атта 6 магия бестмастеров, для атта 7 магия псиоников, для атта 8 магия повелителей иллюзий. То есть каждый ат, состоящий из 3 рун, имеет свою специализацию и требует определенной генетики. Однако со временем все генетические программы перемешались. Не только за счет перекрестных браков между семьями ванов, но и за счет перекрестных браков между представителями разных рас. Немецкие нацисты, родившие за чистоту расы, надеялись выделить чистые линии семей, в том числе магических. Им это было нужно для того, чтобы получить эрилей, владеющих мощной рунической магией. Однако у нацистов не было инструментов для работы с геномом, они ориентировались только по внешним признакам, которые сами же и придумали. Они создали образ белокурой бестии, рассчитывая воссоздать чистые генетические линии ванов, ориентируясь только на свое представление об их внешнем виде. Но им так и не удалось получить сильных эрилей. Единственная пригодная для этой цели генетическая цепочка принадлежала графам Виллигутам, которые по внешним признакам никак не походили на белокурых бестий. Кстати, ни один из руководителей нацистской Германии не соответствовал созданному ими же образу истинного арийца. Однако маги Атлантиды довольно легко определяют носителей нужного гена, используя принцип резонанса с данной группой рун – аттом. Маги-асуры, как и ваны, имеют общие с Йоту гены и могут каким-то образом провести канал Марса и частично использовать, на некоторое количество процентов, руны ванов. При активизации руны у людей, имеющих генетическую связь с данной магической семьей, которой принадлежит эта конкретная руна, наблюдается сильный резонансный импульс на частоте Муладхара чакры. Эта чакра связана с геномом. Таким образом, можно отобрать потенциальных эрилий. Понятно, что у всех будет наблюдаться резонанс различной силы, однако, выбрав предварительно группу людей, в принципе имеющих такой резонанс, можно путем сравнения выделить тех, у кого резонанс с конкретной руной наиболее сильный. Если же идет сильный резонанс на одну из рун, то и на всю группу ат резонанс должен наблюдаться. Далее я привожу руны Футарка с указаниями по их активизации. Однако в таком варианте они годятся или для тестирования сродства с конкретной семьей, или для довольно слабого воздействия. Сильный эффект с конкретной руной может получить только член семьи, имеющий сильное генетическое включение, доминантный ген, в эгрегор данной семьи. Можно также отметить, что в прежние времена семья или род, принадлежность к определенной фамилии, указывающей на характер специализации, если читать слово на первичном языке, к которому оно относится, проживал компактно в одном или нескольких соседних поселениях,
внутри которых устанавливались близкородственные связи, поддерживающие доминантность магических генов. Если описать в целом генетическую специализацию магических семей, то можно сказать, что все немаги представляют собой закрытую информационную систему, работающую только на вход. А у магических семей эта система открытая и работает в обе стороны. Специализация внутримагической группы определяется механизмами, связанными с регуляцией по стихиям. Боевые маги имеют изначально сдвиг по огню, доминирует желудок, волшебники по земле, доминанта печени, целители по стихии жизнь, доминанта сердца, то есть специализация завязана на особенности физиологии. Кроме того, существует некая особая чувствительность, связанная со специализациями. У разведчиков – к местам силы, порталам, у демонологов – к ВЧ-излучениям, у повелителей иллюзий – особая телепатическая чувствительность. Псионики имеют особый тембр голоса. Бест-мастера чувствуют генетику живых существ. Все эти качества имеют внешние проявления и могут быть выявлены магами. Однако это касается именно генетически обусловленной магии, базирующейся на специализации тела. Изначально такие магические семьи были созданы у всех 4 искусственных рас. Однако у асуров, создавших свою уникальную цивилизацию, возникла собственная ментальная магия, связанная не с телом, а с монадой. Для того, чтобы обладать магическими способностями, связанными с генетическим программированием, дверги, альвы, ванны, монаде необходимо воплотиться в магической семье, что непросто и может быть выполнено только с определенной долей вероятности. Йоту, создавшие эту систему, вовсе не думали о дальнейшем развитии вложенных в тела монад. Их интересовали 2-3 поколения магов, необходимых искусственным расам для успешного завоевания планеты. В результате при исследовании прошлых воплощений некоторых людей мы сталкиваемся с тем, что у одного и того же человека в цепочке последовательных воплощений может быть несколько личностей, обладающих магическими способностями, рождение в семье магов, вперемешку с обычными личностями, не обладающими магией. У асуров магические способности являются продуктом эволюции сознания и, появившись в первый раз, далее не исчезают. Некоторые ванны, став учениками магов-асуров, также встали на путь персонального развития монады. Тем не менее, какие-то линии потомственных магов, родившихся в семье магов, сохраняются до настоящего времени. Особенностью этого вида магии является невозможность чему-либо у них научиться, так же как заяц не может у лисы научиться быть лисой. Приведу некоторые соображения, связанные с рунами Футарка, насколько мне, магу-асуру, это доступно. Я сам использую руны только для выявления средства с магическими семьями ванов у своих учеников, не более того. Как работают руны? Создавая описание практической части магии, предназначенной для использования слушателями, я начинаю именно с рун, так как другие виды магии требуют соответствующего уровня развития сознания, который нарабатывается в течение многих воплощений. Магия рун может заработать у человека, имеющего определенную генетику, и сразу. То есть существует вероятность, что у некоторой части слушателей эта технология заработает. На текущем уровне развития новой экзотерической цивилизации существует такая наука, как информатика. Наличие представления о работе с информацией многократно облегчает объяснение принципов работы магии. Информатика как дисциплина содержит в себе необходимую для объяснения терминологию, что очень важно. Существование компьютерной техники, получившей широкое распространение среди людей, позволяет создать доходчивые примеры для объяснения. В магии нет компьютеров, но их заменяет человеческое сознание. Мы уже привыкли к существованию роботов, управляемых компьютерами. Из чего состоит робот? Компьютер управляет некоторым количеством манипуляторов. Каждый манипулятор включает в себя некоторое количество электромоторов, которые компьютер включает и выключает в соответствии с программой. По аналогии с этим можно сказать, что человеческое сознание может работать в управляющем режиме. При этом в природе протекают процессы, которыми это сознание может управлять, подобно тому, как компьютер управляет электромоторами. Внутри эгрегоров коллективных сознаний, сформированных из сознания людей, существуют языки для передачи и обработки информации. Сознание человека включено в какой-либо эгрегор, или даже в несколько.
Например, территориальный эгрегор имеет национальный язык, на котором говорят проживающие на определенной территории люди. Внутри каждой семьи, это тоже эгрегор, существует особая терминология, которую понимают только члены этой семьи. В профессиональном эгрегоре существует особая терминология, которую понимают люди данной профессии. Большинство эгрегоров являются закрытыми системами, язык которых используется для обмена информацией. Действие таких языков вербальное, то есть проявленное. Один человек передает другому информацию, которую тот обрабатывает. Некоторая информация требует осмысления, другая – физических действий. В любом случае, слова в закрытых эгрегорах служат для передачи информации от одного человека к другому. Все закрытые эгрегоры входят в экзотерический социум, связанный с существующей цивилизацией. Параллельно с этими эгрегорами существуют открытые эгрегоры, предназначенные для прямого воздействия на процессы, протекающие в мире. Такие эгрегоры называются магическими и принадлежат к эзотерическому, внутреннему или скрытому социуму, связанному с погибшими древними цивилизациями. В отличие от ученых, развивающих науку и современную цивилизацию, маги являются хранителями знаний древней цивилизации. Маги, входящие в эзотерический социум, принадлежат к разным расам и используют, соответственно, различные языки, связанные с этими расами. Руническая магия, о которой мы и говорим, связана с открытым эгрегором, который принадлежит расе ванов. Язык этой расы связан с руническим алфавитом, предположительно футарком. Предполагается, что эта раса имела два языка – закрытый язык, служащий для обмена информацией, санскрит, и открытый язык, предназначенный для управления миром, футарк. Несколько алфавитов, закрытый и открытый, использовали и некоторые древнейшие цивилизации. Например, цивилизация Древнего Египта, возникшая через десятки тысяч лет после гибели последней технологической цивилизации, использовала два языка – открытый, иероглифический, и закрытый, фонетический. Почему руны не работают у большинства людей? Прежде всего нужно сказать, что выполнение правил не поможет тем, кто генетически не связан с эгрегорами магических семей расы ванов. Просто начертание руны ничего не дает. Нужно создать систему образов и произнести название руны. После активизации руны следует направить ее энергию на совершение определенной работы, создать своим сознанием вектор воздействия. Ад рун победы. Семья боевых магов. Социальные воздействия. Феху. Руна-ключ. Открывает вход в эгрегоры, в том числе в эгрегор Марса. При рисовании руны настройтесь на эгрегор в виде двери, которую вы открываете этой руной как ключом. Дает доступ к энергии и информации эгрегора. Открывающая руна. Хагалас. Руна, замыкающая и сжимающая выделенное пространство. Разрушение структур внутри выделенной области. При рисовании этой руны следует представить запираемую дверь, способную зажать и раздробить неубранные пальцы. Очевидно, что эта руна запирает эгрегор и является запирающим ключом. Она закрывает доступ к эгрегору, запирающая руна. Тейвас. Импульс движения. Судя по всему, это движение внутри эгрегора и взаимодействие с объектами внутри эгрегора. Представьте себе человека, который влетает в коридор под воздействием чего-то пинка под зад и несется по этому коридору, налетая на людей. Направляющая руна. Ад рун пива. Семья демонологов. Взаимодействие с внешними мирами. Урус. Потенциал эгрегора Марса. Каждый эгрегор можно рассмотреть как баллон с газом, находящимся под давлением. Вы открываете вентиль, и он вырывается наружу. Рисуя эту руну, всегда представляете газ, истекающий из баллона под огромным давлением. Представьте себе, что Марс и есть этот баллон. Руна, включающая силу. Наутиз. А это руна – кран, закрывающий баллон с газом. Повернули кран, и истечение газа прекратилось. Так эта руна запирает энергетический поток. Представьте кран, перекрывающий поток газа. Руна, выключающая силу. Беркана. Это помещение, в котором открыли баллон с газом. Объем помещения большой, и газ рассеялся внутри этого объема. К слову сказать, это Земля. Она побольше Марса, и потенциал Марса быстро в этом объеме рассеивается.
руна, открывающая объем пространства, руна информационной емкости Земли. Ад рун волжбы, семья волшебников. Турсус, руна взрыва, расширение информационного канала, его информационная структура разрушает объекты во внешнем пространстве, руна разрушения. Иса, руна заморозки, торможение всех процессов в пространстве, остановка времени, информационный обмен остановлен. Эйвас, энергия жизни, способность к развитию, руна роста, движение энергии, руна движения. Ад повивальных рун, семья бест-мастеров. Ансус, активизация правого полушария, восстановление памяти прошлого, реализация накопленного потенциала. Джера, временная синхронизация, режим настоящего времени, включение в стихию огонь. Маннас, осознание собственной личности, взаимодействие личности с миром, увеличение магических способностей. Ад целительных рун, семья целителей. Кенас, поток энергии, руна огня, воздействие на внешний мир, поиск оптимальных точек воздействия. Перт, создание заклинаний, необходимое состояние для создания плотных мыслеформ. Ингус, помощь высших сил, активизация верхней подключки, активизация союзников. Ад рун прибоя, семья разведчиков. Райдо, начало движения, первичный импульс, восприятие параллельных миров, вход в портал. Эйви, следование плану, движение по карте, схеме, движение в портале. Лагус, адаптация к внешним условиям, включение в среду обитания мира, выход из портала. Ад рун мысли, семья повелителей иллюзии. Вунья, подключение к внешним информационным каналам, ментальный интернет, выход за пределы субъективной реальности. Солу, субъективное ментальное пространство, процесс мышления, индивидуальное сознание. Апилла, получение опыта, развитие или накопление информации. Ад рун речи, семья псиоников. Гебо, вдохновение, связь с внешним источником, информационный поток. Альгис, захват внимания, покорение аудитории, подчинение внешних сознаний. Дагас, познание внешней информации, осознавание внешнего, подключение логики. Можно ли овладеть рунами без крови рода? Рунический маг обязательно работает в эгрегоре семьи. Подключение к семье происходит на частоте Муладхара чакры, через наличие определенной части генома. Рунический маг, имеющий связь с семьей, называется Эрилем. Эриль профессионально владеет 3 рунами, принадлежащими его семье. Вместе с тем Эриль может с некоторым усилием, но с меньшим эффектом работать с рунами других семей. Ван, имеющий связь с геномом расы, но относящийся к семьям не магическим, теоретически может овладеть рунами, правда с очень большими усилиями и минимальным эффектом. Люди, принадлежащие к другим расам, скорее всего не смогут эффективно использовать руны ванов, футарк, даже владея магией своей расы. И я сам, являясь магом-асуром, не могу сделать что-либо эффективное с помощью рун. Существуют 2 формы работы с рунами: пассивное – гадание, и активное – создание заклинаний. Пассивная форма доступна в какой-то степени всем ванам, а также и магам других рас. Однако каждая раса имеет свою гадательную систему, поэтому острой необходимости гадать именно на рунах нет. Другое дело ваны, принадлежащие к немагическим семьям, особенно воины. Получение прогноза на ближайшее будущее важно для их выживания. Они могут использовать гадание на рунах, однако без особой уверенности в успехе. Представители магических ванских семей могут достигать высокой достоверности предсказаний, используя руническое гадание. Активную сторону ванской магии члены немагических семей могут использовать, но вероятность достижения достоверного результата при этом небольшая. Работа с рунами предполагает, что есть некий внешний собеседник. Назовем его богом рода. У славян, одна из ветвей ванов, есть бог Род, то есть с ним.
И вот вы говорите с этим богом на особом языке. Этот язык существует в форме символов, рун. Эти руны имеют фонемы, названия. Активировав руну, то есть нарисовав и произнеся ее название, маг привлекает внимание рода и создает базу для дальнейшего диалога. В этом случае руна подобна удару гонга или бубна. Ее цель – запуск определенной программы, смыслового блока. 3 руны каждой группы активируют большие информационные блоки, совершающие работу определенного типа. При активизации большой программы надолго маг выполняет роль пилота или навигатора, сознание которого движется по лабиринту и делает выбор. Это формирует цепочку команд, которая дает различные результаты. Так, активизация одной руны создает множество вариантов работы. Можно сказать, что маг прокладывает каждый раз новый путь, то есть создает новую цепочку команд, перенаправляя энергию корневой руны своим сознанием. Каждая руна открывает дверь в некий новый коридор с множеством дверей. При этом каждая дверь в этом коридоре, в свою очередь, открывает вход в новый коридор с множеством дверей. Лабиринт сформирован эгрегором семьи. Для каждой семьи это свои руны и свои возможности преобразования мира. То есть лабиринты в каждой семье отличаются друг от друга. Такую цепочку команд можно назвать заклинанием. Поскольку для каждой руны существует конечное количество вариантов команд, то можно составить некий перечень заклинаний для каждой руны. Каждый рунический маг имеет в своем арсенале несколько рун и конечное количество заклинаний. Работу рунического мага можно сравнить с движениями танцора или мастера кунг-фу, который импровизирует, имея некоторую цель. Что случается с теми, кто использует руническую магию? Мы находимся в пространстве Земли. Марс для Земли является внешним объектом. Ваны несут в себе двойную генетику – Земли и Марса, ванский геном. С одной стороны, они привязаны генами йотунов к Марсу, а с другой стороны – к Земле, гены землян и рождение на Земле. Таким образом, для Земли они проводники другого закона, который обычно называют «новый порядок». Как любой организм, планета Земля отторгает инородную материю. Поэтому цивилизация ванов вызывает атаки со стороны защитных механизмов Земли. До определенного момента ваны имели небольшие плацдармы на Земле – остров Туле, Аркаим и другие – и совершали оттуда вылазки на Большую Землю, не имея возможности там надолго закрепиться. С принятием христианства, закон асуров, ванам удалось построить планетарную цивилизацию, которая не вызывает отторжения со стороны Земли. Однако при этом произошло смешение семей ванов и их ассимиляция, слияние с коренными народами Земли, что привело к утрате большинством ванов способности к рунической магии. Попытка немецких нацистов выделить чистые генетические линии ванов и возродить руническую магию привела к войне со всем остальным человечеством. В итоге человечество объединилось и уничтожило Третий рейх. Территория, на которой был установлен новый порядок, исчезла. При попытках использования ванских рун и осознанной активизации ванского генома адептами магии надо учитывать возможную негативную реакцию мира. Поэтому маги стараются использовать этот вид магии вдали от городов и крупных поселений. Кроме того, реакция мира на одного мага гораздо меньше, чем на группу магов. Поэтому собрание рунических магов лучше проводить в уединенном месте. Такое собрание, очевидно, должно носить характер конференции, но не постоянного поселения, плацдарма. Если попытаться такой плацдарм создать, то он, очевидно, будет атакован, блокирован и отторгнут. Причем атакующие будут действовать неосознанно. Можно сказать, что средневековая инквизиция, боровшаяся с ведьмами и колдунами, является примером такой борьбы. По крайней мере, немецкие нацисты именно так трактовали инквизицию и охоту на ведьм. Можно сказать, что активизация интереса к магии в Европе в IX-XV веках была связана, с одной стороны, с распространением традиций друидов и волхвов, теснимых христианством, с другой стороны, в период крестовых походов в Европе появились индийские, тибетские и китайские магические книги, переведенные арабами. Среди этих книг были ведические книги индусов, книги по йоге и китайской внутренней алхимии. Страх перед ведьмами и колдунами в Европе был совершенно иррациональным, так как европейцы сталкивались большей частью с целителями и волшебниками, а не с боевыми магами. Таким образом, любое проявление рунической магии ванов может вызвать негативную реакцию среды,
не говоря уже о попытках возрождения арийского ванского эгрегора. Как одна руна может изменить реальность? Руны можно рассматривать как способ работы с энергией. Каждая руна – самостоятельный способ. Физически руна представляет собой мыслеформу, построенную на базе энергии канала Марса. Каждая руна имеет начертание и смысловое поле. Об этом говорили выше. В момент создания руны возникает импульс энергии, совершающий работу. Эта работа описана для данной руны и создает вектор движения энергии, который направляется сознанием мага. Каждая руна может быть использована различными способами, и маг выбирает тот, который нужен в данный момент. Как было сказано, работа с рунами подобна хождению в лабиринте. Каждая руна несет энергию определенного качества и дает отличные от других рун возможности. Создание руны можно рассмотреть как слово, сказанное Богу, гению эгрегора ванов. В рунической магии этим богом считается Один, создатель рун. В соответствии с ведической традицией, связанной с магией ванов, существует язык позы тела, асана, язык пальцев, мудра, язык звуков, мантра и язык образов, янтра. Символ руны является янтрой, название – мантрой. В конфигурации и назначении руны можно найти указания на асану и мудру, которые соответствуют определенной руне. Здесь я поделюсь простым методом, который подойдет для начинающих. Он состоит в том, что адепт, учащийся, рисует, вырезает руну и произносит ее название. При этом он адресует произнесенное слово и изображение богу Одину, к которому нужно обращаться, создавая любую руну. Бог Один символизирует здесь сознание канала Марса, внутри которого рунический алфавит работает как элемент языка. Эгрегор канала Марса понимает данную руну как команду и начинает ее отрабатывать. При этом областью воздействия может быть или вся площадь закрепления канала, область нового порядка, или пространство личной силы адепта. В нашем мире все области нового порядка разрушены, поэтому адепту следует рассчитывать только на свою личную силу. Область личной силы для начинающего мага следует рассчитывать как сферу радиусом около 3 метров, имеющую центр в области анахаты чакры. В случае дистанционного воздействия следует зафиксировать воздействие на объекте, как бы прицелиться. При этом расстояние до объекта не имеет значения, но важны объем и масса объекта. Создается энергетический канал от мага до объекта, который практически не имеет диаметра и по которому идет воздействие. Слова, которые маг говорит Одину, действуют внутри этого канала и изменяют объект. Есть группа языков, включающая скандинавский и германский, которые, очевидно, работают внутри этого эгрегора. Я пользовался русским языком в сочетании с рунами футарка и получал в результате некоторый всплеск. Этого было явно мало для того, чтобы полноценно использовать руническую магию, но достаточно для тестирования адептов на сродство с рунической магией вообще и конкретно к данной семье, одной из 8. Конечно, этот вид магии следует изучать под руководством учителя с активным ванским геномом. А для работы с рунами я бы рекомендовал шведский, датский или норвежский язык. Насколько я знаю, исследователи из Анненербе склонялись к тому, чтобы использовать язык или наречие обитателей Исландии. Как работает магия рун? Части целого связаны между собой. Это важный принцип магии. Если адепт рисует руну на бумаге или на дереве, то это просто картинка, нарисованная краской или чернилами. Если адепт вкладывает в рисунок свою энергию, то возникает связь между рисунком руны и адептом. Творя руну, маг активирует свою связь с эгрегором Одина. Так руна оказывается связанной с эгрегором рунической магии. Если адепт связан с одной из 8 семей и рисует руну своей кровью, связь с геномом ванов, то получается сильный артефакт, привязанный к магии данной семьи. Такая руна является точкой закрепления нового порядка и вызывает сильное возмущение в окружающем мире. На границе энергетической структуры рунического артефакта происходит разрушение договора старого мироустройства при взаимодействии с эгрегором нового порядка. В этот момент сознание мага может подписать свой договор. Используя силу руны как стирательную резинку, маг создает свое собственное заклинание как новую картину мира – договор. Если рассмотреть заклинание как договор,
то это такая картина мира, внутри которой происходят или наоборот не происходят определенные события. Для каждого атта рун, магия одной из 8 известных семей, существует свой аспект возможных событий. То есть маг может создавать частную картину мира внутри своего аспекта. Если маг имеет подключение к каналу Марса, ванский геном, но аспект эгрегора семьи не проявлен, одинаковая реакция на все атты, то договор заклинания, создаваемый этим магом, будет сильнее, чем у мага другой традиции, например, у меня, при работе с теми же рунами, но гораздо слабее, чем у мага, имеющего яркий аспект семьи, но при работе именно с рунами данной семьи. Сколько магических семей у ванов на самом деле? Как было сказано выше, магических семей у расы ванов, скорее всего, не 8, а 9. При этом 9-я, тайная семья, обладает еще 3 тайными рунами. Здесь я говорю только о 8 известных семьях, и то это взгляд на специализацию рун не изнутри, а со стороны. Роль аттов выглядит следующим образом. Первое. Атт рун победы. Эта семья обслуживает сам канал Марса. Я бы назвал их энергетиками. От этих рун зависит мощность, сила и могущество рунической магии в целом. Они определяют размеры плацдарма, завоеванного новым порядком. Сила всех рунических заклинаний определяется этими рунами. Второе. Атт рун пива. Эту семью я бы назвал связистами. Они превращают канал Марса в систему связи, подобную интернету. Все маги, принадлежащие к этой традиции, могут под влиянием особого напитка Сома Деви стать пользователем этой сети. Надо сказать, что кроме Эрили, члена магических семей, к этой сети могут присоединиться и члены королевских семей ванов, а также некоторых аристократических родов, имеющих пересечения с королевскими домами. Насколько я понимаю, сами члены этой магической семьи являются держателями сервера. Их подсознанием формируется ментальный остров Туле, прародина расы ванов. Заряжая напиток Сому, пиво, сваренное из одноименного растения, привезенного с Марса, члены этой семьи закладывают в него собственную настройку, которая содержится в геноме. Руны позволяют подключиться с нужным уровнем доступа. Ментальный интернет ванов представляет собой иерархическую структуру, в которой все имеют разный уровень доступа. А главные источники информации – члены королевской семьи. Маги этой семьи обладают правами администраторов. Третье. Ад повивальных рун. Эта семья выполняет функцию генетиков и геоинженеров. Именно они следят за тем, чтобы внутри семей рождались дети с нужной генетикой. Они используют свои руны до зачатия и во время беременности, воздействуя как на мужчин, так и на женщин. Можно назвать их расовым отделом и службой чистоты крови. Эти руны позволяют блокировать чужую кровь и прерывать нежелательную беременность. Кроме того, они могут активизировать нужную комбинацию генов. Четвертое. Ад рун волжбы. Эта семья контролирует параметры договора. Руны этой группы изменяют свойства пространства. Волшебники создают базу для распространения нового порядка. Их магия позволяет нейтрализовать старый миропорядок и бороться с врагами. Маги этой семьи являются сильными боевыми магами, они знают техники постановки энергетических щитов и нанесения магических ударов. Пятое. Ад целительских рун. Эта семья владеет целебными рунами. Они лечат болезни и полученные в бою раны. Можно описать этих магов как военных врачей. Их рунами активизируются защитные механизмы организма и его способности к регенерации. Шестое. Ад рун пути. Семья навигаторов. Определяют направление продвижения войск, создают благоприятные условия движения, управляют силой стихий. Седьмое. Ад рун мысли. Семья телепатов. Отвечает за ментальные способности, иллюзии, а также действия вне тела. Восьмое. Ад рун речи. Семья псиоников. Владеют гипнозом, используют психические способности, отвечают за составление текстов. Почему руны работают только через сознание? Для магов любой традиции не существует какой-то проблемы в создании рун. Каждый из них хорошо знает 3 руны, принадлежащие его семье. Когда он рисует одну из этих рун и произносит ее имя, открываются ворота.
Далее его сознание входит в эти ворота и начинает выбирать открывшиеся ему слова. Каждое слово является командой, которую понимает бог Один. С ним каждый рунический маг Эриль поддерживает контакт. Эти команды изменяют мир в зоне действия нового порядка. Если воздействие направлено на человека, его вначале надо включить в область нового порядка. Эриль несет эту настройку в своем сознании. Когда он думает о человеке или конкретной вещи, его сознание включает эти объекты в зону действия нового порядка. То есть действию руны предшествует включение объекта воздействия в ее область. Предположим, что руна используется для лечения данного человека. В определенный момент человек выдергивается из привычной для него картины мира и включается в мир, в котором действие рун – обычное дело. Если Эриль воздействует на море или на ветер, находясь на корабле, то сперва он должен включить в договор, новый порядок, весь экипаж корабля, а следом и сознание всех живых существ, находящихся в зоне воздействия. То есть сознание каждого в радиусе воздействия должно быть интегрировано в новый договор. Поэтому тренировки рунических магов лучше всего проводить в пустынной местности. Маг должен быть включен в договор так, чтобы он мог включать в договор других. С этим связано то, что для обучения любой магии, не только рунической, адепт должен иметь учителя. Учитель, включенный в договор, может включить в него учеников. Таким образом, должна существовать цепочка передачи традиций договора. Точкой зацепления за рунический договор служит ванский геном. Внутри семьи существует ритуал инициации, для проведения которого нужно собрать 9 членов семьи. В рунической магии используется число 9. В ритуале инициации применяются сома-деви и специальная ритуальная чаша – братина, которую пускают по кругу и из которой все 9 членов семьи пьют по очереди. 10-м пьет инициируемый. Выпив сома-деви, адепт впадает в трансовое состояние и становится проводником нового порядка и эгрегора Одина. Такое посвящение в кругу семьи получают лишь некоторые адепты. Став сильными магами, они отправляются в путь, заводя по дороге собственных учеников. Особенностью путешествия является поиск мистических 9 точек. Каждая из посещаемых 8 точек дает путешествующему магу определенное качество. 9-я сакральная точка доступна для посещения только во внетелесной форме – ментальное путешествие. Ориентировочно 9-й точкой может быть легендарная гора Бракелон или таинственная земля Туля. Совершив мистическое паломничество, маг собирает все пазлы и обретает знания. Он узнает, где находится его место силы, и селится там. Маг создает школу, а когда набирается значительное число мастеров, то формирует и магический орден. Орден связан со специализацией семьи. Так или иначе, все ордена рунической традиции связаны с расширением зоны договора, нового порядка. Как правило, ордена, связанные с боевой магией, находятся на передовой линии, в то время как остальные ордена, находящиеся внутри периметра, создают для них базу. Особенность расы ванов – агрессивное отношение к другим расам. Это качество было генетически запрограммировано йотунами и присутствует у ванов на подсознательном уровне. Формализовать такой российский подход к миру невозможно, так как он имеет корни в генетике и не может быть логически обоснован на уровне сознания. Обычно такие логические построения включают в себя следующие описания. Первое – какие мы хорошие. Второе – какие они плохие. Третье – почему мы их не любим. Четвертое – что нам следует с ними делать. На самом деле все сводится к программе в геноме, которая включает в себя самоидентификацию. Эта тема менее всего актуальна для людей, принадлежащих к чистым генетическим линиям любой расы, и наоборот, актуальна для метисов, которым надо выбрать себе расу из нескольких возможных. Отсюда, как ни странно, принадлежность к чистым генетическим линиям и возможность использования магии рун связаны не с национализмом и ненавистью к представителям других рас, а с отсутствием негативных эмоций и спокойной позиции в отношении чужих. Маги ванов просто строят для себя платформу и стремятся к ее расширению, не ставя перед собой цели уничтожить другие расы.